Всем привет! Это я! Это Равыч! Давненько меня здесь не было. Но пора сдуть пыль и начать все сначала. И да, как вы поняли, это не конец. Это только начало пути. Все меняются, я тоже меняюсь. И, наверное, стоит все-таки начать с того, собственно, что происходит вообще. Если честно, я не очень люблю делиться какими-то новостями, да и вообще в целом делиться какой-то информацией. Все привык держать в себе, и для меня это очень трудно. Но я постараюсь переступить через себя. Все-таки довольно долго я держал это в себе, и я считаю, самое время сейчас рассказать обо всем поподробнее. Ну, для начала, все же, для тех, кто не видел мой предыдущий видос, в нем я рассказал достаточно подробно, где я отсутствовал довольно долгое время и, в принципе, продолжал отсутствовать. Так что можете глянуть, если еще не глянули. Классный видос, кстати, я над ним работал несколько месяцев. Но обо всем по порядку. Я уже давненько планировал, на самом деле, полноценно вернуться к своей деятельности, которую люблю, которую не оставлял ни на день. Просто делать видосы одному тяжело. Очень тяжело, и, наверное, это была, пожалуй, моя самая большая проблема. Потому что то, что нравится мне, хотелось бы еще с кем-то разделить, да, но такого отклика я поначалу даже и вообще не находил. К чему я все это? В январе я уже планировал возвращаться. В январе этого года, 2022. Но вот как-то, знаете, Рождество, все эти праздники, как-то это все перешло на февраль. В феврале тоже начались какие-то праздники. И вот как бы под конец февраля я уже что-то там надумывал. И мы все прекрасно знаем, что произошло. Для меня такие вещи уже, в принципе, были очевидны, поскольку в 2014 году я уже попадал в такую ситуацию. Неприятная ситуация, да, которая в корне поменяла мою жизнь. И в каком-то смысле я даже благодарен судьбе, что она меня так закалила, что она мне дала такие возможности. Ведь если бы этого не произошло, у меня бы не было бы этого YouTube-канала, у меня бы не было моей возможности играть в VR и вообще даже его купить, скорее всего. Да и в целом, наверное, жил бы я не здесь, где я сейчас. Но все повернулось именно так, как сейчас, и, в принципе, в каком-то смысле это даже хорошо. Но что произошло дальше, это, конечно, кошмар. Как говорится, 2022 ахаха прекрати, потому что в марте этого года у моей бабушки случился инсульт, и несколько месяцев вот она приходила в себя, она лежала в больнице. Ой, и спустя вот 2 месяца ее выписали, но вся проблема в чем? Инсульты бывают разные, верно? И конкретно в ее случае это был инсульт с потерей возможности двигаться, ну и разговаривать. Да и вообще в целом мыслить. То есть знаете, как это бывает, у стариков мысли путаются. Это тяжело наблюдать, но спустя какое-то время все-таки как-то получилось у нее более-менее вернуться. И сейчас даже она условно шевелит руками, но все еще не может ходить. Вот. Для тех, кто в теме, я думаю, те понимают, что это значит. И это действительно тяжело. И вот эти месяцы, как бы я сидел, помогал, пытался понять, что делать дальше. В целом, я немного даже приуныл, потому что, знаете, вроде бы ты уже настроился, да, что-то делать, у тебя был какой-то план. Но все мы прекрасно понимаем, что невозможно сделать идеальный план. И нужно постоянно подстраиваться, потому что судьба всегда норовит тебя как-нибудь поддеть. Вот. Но сейчас вроде бы все относительно стабилизировалось, и я считаю, все, пора. Пора делать вещи. Некоторые из вас, кто до сих пор со мной, уже знают, что идет очень странная и подозрительная активность с моей стороны на Твиче. Собственно, вот он мой новый русский Twitch. Я, кстати говоря, рекомендую вам на него подписаться, потому что именно там будут проходить стримы. Касательно стримов, сейчас у меня нету грандиозных наполеоновских планов, как они были раньше, грубо говоря, стримить каждый день. Я хочу попробовать стримить хотя бы 2 раза в неделю. Для начала я думаю сделать, естественно, стримы в понедельник, ну и, как обычно, в пятницу. Я думаю, многие из вас помнят, кто, по крайней мере, был на пятничных еженедельных стримах. Я перенес эту рубрику на Twitch, поэтому, повторюсь, еще раз подпишитесь на мой русский Twitch. Это важно. Также у меня есть телеграм-канал, где, собственно, я и общаюсь с вами, где очень удобно как-то выдавать информацию и получать от вас фидбэк, получать от вас комментарии. Поэтому вот он QR-код, вот, собственно, и ссылочка на мою тележку. Обязательно не забудьте на нее тоже подписаться.
А также не забывайте про мой Discord и группу ВКонтактике. Ссылочки в описании. Возможно, кто-то из вас заметил, а кто-то нет, но у канала изменилось название, и многие URL стали теперь одним целым. Наконец-то, спустя долгое время у меня появилось одно единое название. Это Ravage по-русски и Ravage транслитом. Теперь все проекты, которые будут связаны со мной, будут именоваться именно этим именем, этим названием. Надеюсь, что это видео выйдет 4 июля 2022 года, что знаменует собой преображение канала, начало, так сказать, камбэка. Какое слово, да? Камбэк. Вот. Так что готовьтесь, подготавливайте свои пальцы, клавиатуры, комментики. Комментики готовьте, самое главное, это важно. Ну и в качестве подведения итога давайте еще раз проговорим все, что я сказал до этого. Собственно, мой русский Twitch, подписаться обязательно. Моя телега, телеграм-канал, you're welcome. Приглашаю вас всех туда. Для тех, кто все еще не в группе ВКонтактике, вступайте. Что я знаю, есть любители ВКонтакте, есть любители Телеграма, также есть любители Дискорда. Собственно, вот ссылочка, пожалуйста. Ну и как-то так. Увидимся с вами на стримах, увидимся с вами в следующих видео. У меня на этом все. Ravage out.